Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Каждого участника рано или поздно постигает эта участь. Девятое место. Просто во время эфира Тэхён придерживал лапку Чонгука, нежно касаясь. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Свободные отношения или ты мой?». Разбираем самый спорный миф об отношениях в Вигу. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. 8 место. Совпадение или нет? То, как они держатся за руки, прямо кричит о том, что они пара. Седьмое место. Потому что даже самое незначительное внимание Тэхёна – повод для нежной улыбки и разрядов в сердце Чонгука. Шестое место. Поведение пары. Чонгук ревновал Тэхёна и пытался вызвать то же чувство в ответ. Помолимся за шею Чонгука. Успокаивает, что после дома он получает лучший курс массажа. Пятое место. Чонгук, залипающий на Тэхёна. Четвертое место. Забота. Настоящая забота – это дарить свое тепло и поддержку в моменты, когда он рассыпается.
Третье место. Новости. Одноклассница Чонгука, о нем, да особо и сказать нечего, он правда был классным парнем. Ходил с челкой, закрывая глаза, и из-за этого ребята говорили, что у него на глазу шрам. Однажды его отчитали за это, и я до сих пор отчетливо помню, как он поднял глаза, они были очень красивые. Позже я узнала, что у него просто слишком красивые глаза, поэтому он и прикрывал их, потому что об этом постоянно говорили. Так что, когда смотришь на его фото, в первую очередь обращаешь внимание на его глаза. Ничего не изменилось, весь мир согласен с этим утверждением, потому что глаза Чонгука – что-то не из нашей реальности. Крошечный испуганный Чонгук, который благодаря любви и искренности Тэхёни стал более открытым и свободным. Тэхён предстает в образе наследного принца дворца Кёнбокун. Сердца фанатов замирают от волнения. Наследный принц появился во дворце Кёнбокун. Эта сцена заставила фанатов говорить подобные вещи. Как только вышел тизер к возвращению Тэхёна, поисковые системы по всему миру загудели. Netflix последовательно выпускал тизеры к BTS Comeback Live, Arirang Official Trailer, релиз которого запланирован на 21 число на своих официальных каналах YouTube и в социальных сетях. Как только появился контент, анонсирующий возвращение группы, внимание фанатов по всему миру быстро привлекло его. Видео было снято на фоне дворца Кёнбокун. Тэхён появился в черном костюме со сдержанным силуэтом, сразу же привлекая внимание. Он продемонстрировал сильное присутствие, роскошную атмосферу и внешность, напоминающую наследного принца. Даже при приглушенном освещении его сияющая аура отчетливо заполняла экран, еще больше подогревая ожидание от возвращения. Его впечатляющая фигура, созданная высоким ростом и идеальными пропорциями, также привлекла всеобщее внимание. Ви, считающийся визуальным представителем кей-поп, снова произвел сильное впечатление. В другом видео атмосфера изменилась. Ви продемонстрировал свое жизнерадостное обаяние с игривым выражением лица, держа в руках букву «I» из Netflix. Хотя это короткое видео, он демонстрирует различные грани своего обаяния, чередуя миловидность и хладнокровную харизму. Глобальный интерес также резко возрос 5 числа, когда было выпущено видео. В Google Trends на Ви приходилось примерно 50% всех поисковых запросов. Он зафиксировал наибольшее количество запросов в 72 из 74 стран мира, еще раз подтвердив актуальность звезды кей-поп. Ви также принимал участие в музыкальном продюсировании этого альбома Arirang. Помимо певческой карьеры, он продолжает активно работать в различных областях, таких как написание песен, композиция, продюсирование, актерское мастерство и выступления. Сначала в комнату заходят его глаза, и только потом сам Чонгук. Генеральный директор Хаблот Жульен Торнаре дал интервью The Straits Times, сказал: «Кто меня ненавидит или ненавидит бренд, может мне позвонить». В нем он рассказал о критиках, Чонгуке и новых направлениях развития. Про Чонгука господин Торнаре говорит: «Здесь много поп-идолов,
но не так много тех, кто пользуется популярностью во всем мире. Прозванный «Золотым Макне», самый молодой участник группы, обладающий всесторонним талантом, покорил мировые чарты со своими сольными релизами и стал лицом крупных рекламных кампаний модных брендов, включая Calvin Klein. В качестве посла бренда Hublot он присоединяется к списку известных личностей. Для Торнаре цель – использовать культурную волну, которая теперь распространяется далеко за пределы Сеула. Танцы, пение, выступления на сцене – для меня это сочетание навыков. Именно это мы и имеем в Hublot. Это объявление также знаменует собой целенаправленное возвращение часовой компании к музыке как к ключевому элементу бренда. В настоящее время в Ньоне, на берегу Женевского озера, строится новый, значительно расширенный производственный комплекс. Он более чем вдвое увеличит производственные мощности бренда и будет предназначен не только для выпуска продукции, но и как место, где можно погрузиться в атмосферу праздника. «Я хочу создать уникальный опыт производства, которого не было ни у одного другого бренда», — говорит он, добавляя, что искусство, спорт и музыка вплетены в этот процесс с того момента, как посетители переступают порог. Однако пока подробности держатся в секрете. «Я сам оказываю на себя давление», — добавляет он с улыбкой, «потому что я должен вас удивить». Совершенно не важно, как далеко вы рассадите Чангука и Тэхёна. Они всегда найдут возможность прикоснуться друг к другу. Мне нравится, когда внешность людей отражает их внутренний мир, который одновременно хаотичен и многогранен. Часто я думаю о людях, которые красиво одеты, но при этом выделяются своей индивидуальностью. Мне хочется на них смотреть, общаться с ними и проводить с ними время, сказал художественный директор Celine Майкл Райдер. То, как мы одеваемся, влияет на то, как мы ходим и чувствуем себя. Майкл Райдер говорит, что одежда может изменить весь день. Поэтому он любит моду в целом, включая создание образов. Коллекция Celine сезона осень-зима 2026 года была настоящим праздником образов, сочетающих в себе старое и новое, придающих ощущение сновидения. Классические образы были дополнены противоречиями, несовершенством и изобретательностью, подчеркивающими индивидуальность каждого. В этой коллекции он рассказывает об интуитивном стиле без иронии, воплощающем все, что он считает привлекательным. Это тот человек, о котором постоянно думаешь, с которым хочется проводить время, как, например, амбассадор бренда Ким Тэхён, появившийся в видеоколлекции сезона осень-зима 2026 года. Его улыбка – самое то для чудесного дня. Чангук, случайно обнаруживший свои руки, это уже аксиома. Сердечки от Чангука для хорошего настроения.
Путь от учебки до казармы. Вот чем занимались участники BTS во время службы. Тэхён. Военная полиция, группа специального назначения, ДЭТ. Если вы смотрели сериал «Охотник за дезертирами» на Netflix, то примерно представляете, чем занимается военная полиция, по крайней мере, в самые драматичные моменты. Ви служил в группе специального назначения, Special Duty Team, которая находится на остром краю этого спектра. Их ни с кем не перепутаешь. Черное тактическое снаряжение с головы до ног, нательные камеры, спецсредства. Эти подразделения отвечают за контртеррористические операции на военных объектах, реагирование на вооруженные инциденты и охрану высокопоставленных лиц. Они действуют не столько как обычная полиция, сколько как группа тактического реагирования, работая бок о бок с армейским спецназом и полицейскими спецподразделениями. Чтобы попасть туда, нужно подать заявку и пройти строгий отбор. Преимущества дают навыки в боевых искусствах и высокие показатели физической подготовки. Обучение включает в себя десантирование из вертолетов и спуск со зданий на трассах, а также навыки ближнего боя. Однако многие из тех, кто служил в подобных частях, говорят, что самое сложное – это физподготовка, многокилометровый марш, броски в полной амуниции и изматывающие тренировки по несколько раз в день. Тэхён всегда выглядит совершенно захватывающе в белом. Давайте будем честными, когда речь заходит о Голден Макне, в голове сразу всплывает одно имя – Чангук. И это совершенно, абсолютно, на 100% оправдано. Этот парень – ходячее доказательство того, что можно быть гением во всем. Петь – как ангел. Танцевать – просто огонь. Рэп – да запросто. Рисовать – пожалуйста. Снимать видео – легко. Спорт – он и тут на высоте. Кажется, нет ничего, что Чангук не мог бы сделать, и не мог бы сделать идеально. Он не просто талантлив, он феномен. Каждый раз, когда думаешь, что он уже показал все, он умудряется удивить снова. Так что да, Чангук – наш золотой Макне, и это звание он заслужил каждой клеточкой своего тела и каждым своим невероятным достижением. Просто гений и точка. Я не знаю, как он это делает, но походка Тэхёна – это что-то нереальное. Это не просто шаги, это целое представление, произведение искусства. Уверен, каждая модель мира сейчас мечтает ходить так же. Король. Харакарса Пост. Чангук снова привлек внимание, заняв первое место в номинации «Звезда новогоднего мукбанга». Чангук широко известен как человек с хорошим аппетитом и ценитель еды. Он часто называет самгёпсаль, жареную свиную грудинку, своим любимым блюдом и даже однажды спонтанно сочинил песню на тему самгёпсаля, которая познакомила мировых поклонников с корейской культурой барбекю и традицией есть с листьями салата сам. Среди фанатов появился термин «мясная дорога Чангука», список ресторанов, которые он посещал, и куда затем массово стекаются фанаты, чтобы попробовать те же блюда. Он также известен своей дружелюбностью, поскольку охотно удовлетворяет просьбы о автографах и фотографиях. Его скромная личность проявляется даже в том, что его несколько раз ловили на камеру, когда он ел в ресторане в одиночестве. В
В своих личных прямых эфирах Чангук также демонстрировал кулинарные способности, создавая различные уникальные блюда, такие как острый майонезный макгуксу с маслом перилы, кремовая паста с креветками и морским ежом, а также свой собственный рецепт рамена, известный как рецепт бульгури. Его кулинарная креативность еще больше укрепила его имидж иконы мукбанга. Чангук продемонстрировал все стандартные эмодзи за одно интервью. Немного догадок. Суим, заглавный трек, помимо значения «плавать», также может расшифровываться как «Someone who isn't me», по-английски «кто-то, кем я не являюсь». Это акроним, используемый на интернет-форумах и в соцсетях для того, чтобы делиться личным опытом почти как дневник. Возможно, именно поэтому песня может иметь одну из самых честных и хаотичных повествовательных линий. Намджун поделился обложками нескольких книг, среди которых особенно выделялась работа Вирджинии Вулф, влиятельной британской писательницы, ключевой фигуры литературного модернизма XX века. Она произвела революцию в повествовании благодаря технике потока сознания, передающей мысли так, как они возникают в голове, хаотично, свободно и без логической структуры. Факт: во многих случаях, включая Феста 2022, участники говорили, что хотели бы рассказать нам все, но не могут. Зная это, Намджун указан как единственный композитор этой песни. Кроме того, именно он во время своих эфиров часто делится глубокими и искренними мыслями, которые нередко подвергаются ошибочным или злонамеренным интерпретациям со стороны хейтеров. В последнем эфире Чангук сказал, что хотел бы уметь выражаться так же красноречиво, как Намджун, но не может, потому что они разные. Возможно, что это может быть одна из самых глубоких песен альбома. Чангук и Тэхён на большом экране. Продюсер Бо Нокс подписался на Тэхёна, и это, безусловно, не осталось незамеченным. Бо Нокс широко известен тем, что спродюсировал значительную часть альбома Drake Honestly Nevermind 2022, а также работал с такими крупными артистами, как Ники Минаж, Кид Кади и Джо Джонас. Недавно он также сотрудничал с BTS над альбомом Ari Rank. Примечательно, что Ви — единственный участник группы, на которого он сейчас подписан. В современной музыкальной индустрии подобные жесты часто воспринимаются как знак творческого уважения, взаимного интереса или даже возможного будущего сотрудничества. Тэхён последовательно демонстрирует ярко выраженную музыкальную индивидуальность, с тонким чувством настроения, звучания и атмосферы. Когда продюсер с таким послужным списком, как у Бо Нокса, проявляет публичный интерес, это говорит о растущем влиянии и признании Ви на мировом уровне. Их тайные и не очень знаки всегда важны для них.
Некоторые люди считают, что голос Тэхёна не обладает той мощью или техничностью, что у других участников. И это, признаюсь, меня искренне удивляет. Давайте поразмышляем, почему такое заблуждение может возникать, и почему на самом деле голос Тэхёна – это настоящее сокровище, которое заслуживает гораздо большего признания. Первое, что бросается в глаза, когда слушаешь Тэхёна, это его глубокий, бархатный тембр. Это не тот высокий, пронзительный голос, который часто ассоциируется с идеальным вокалистом в поп-музыке. Вместо этого Тэхён обладает уникальным звучанием, которое обволакивает, создает атмосферу и мгновенно узнаваемо. Этот тембр сам по себе является мощным инструментом, способным передавать широкий спектр эмоций, от нежности и уязвимости до силы и страсти. Но дело не только в тембре. Тэхён демонстрирует потрясающий контроль над своим голосом. Он умеет филигранно управлять динамикой, интонацией и артикуляцией, создавая сложные вокальные партии, которые звучат естественно и органично. Его способность плавно переходить с низких нот на высокие, сохраняя при этом чистоту и силу звучания, свидетельствует о серьезной вокальной подготовке и природном таланте. Это не слабенький вокал, это мастерство, которое требует отточенности и понимания своего голосового аппарата. И вот мы подходим к самому интересному, к тем редким, но таким желанным моментам, когда Тэхён раскрывает всю глубину своего баритона. Когда его голос приобретает ту самую, завораживающую нотку рычания, хрипотцы, это становится настоящей усладой для ушей. Это не просто технический прием, это эмоциональный взрыв, который проникает в самое сердце. Именно в эти моменты его вокал обретает особую текстуру, становится более чувственным и магнетическим. Это те самые нюансы, которые отличают просто хорошего певца от артиста, способного по-настоящему тронуть слушателя. Почему же тогда существует мнение о его слабости? Возможно, дело в том, что его уникальный стиль и тембр не всегда вписываются в общепринятые стандарты идеального вокала. Возможно, слушатели привыкли к более чистому и звонкому звучанию, и более низкие, насыщенные тона Тэхёна воспринимаются как нечто непривычное. Или, возможно, его вокальные партии в песнях BTS, где он часто выступает в роли саб-вокалиста или рэпера, не дают ему полного простора для демонстрации всего своего потенциала. Но стоит лишь прислушаться к его сольным работам, к его каверам, к тем моментам, когда он позволяет своему голосу звучать в полной мере, и становится очевидно. Тэхён — это не просто участник группы, это вокалист с огромным потенциалом, с уникальным голосом, который способен вызывать бурю эмоций. Его бархатный баритон, его умение контролировать каждую ноту, его редкие, но такие драгоценные моменты с рычанием и хрипотцой — все это делает его голос по-настоящему особенным. Надеюсь, что со временем все больше людей смогут оценить и многогранность, перестанут навешивать ярлыки и позволят себе просто наслаждаться тем уникальным звуковым ландшафтом, который создает Ким Тэхён. Второе место. Это так интимно. Тэхён залипает на бедрах Чангука, пытаясь держать себя в руках. Я так люблю эту парочку. Первое место. Их нельзя разделять.
это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.